Ты бросишь мир к ее ногам? Кто же это? Давай разбираться вместе. С вами Вика и новый расклад Таро для мужчин. Настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы находитесь. А для записи на личный расклад и на диагностику негатива телефон под видео. Такое ощущение, что вы настолько разочаровались не только в женщинах, а вообще в людях, да, во многих людях. Это может быть у кого-то проиграется в друзьях, в коллегах, в родственниках, да, то есть это могут быть совершенно разные люди. Женщина — это само собой, да, самое большое такое разочарование — это в женщинах. Поэтому вы можете очень осторожничать, вы можете очень тяжело в последнее время сходиться с людьми, знакомиться, да, если это касается женщин. Вы с каким-то вот недоверием общаетесь, да, пока вот вы не почувствуете какую-то внутреннюю уверенность, что да, этому человеку можно доверять. Вы можете даже прощупывать каким-то образом, какие-то проверочки делать, да, у каждого это свое. Но, тем не менее, вам нужно время для того, чтобы и открыться новому человеку. Это не обязательно женщина, даже если это компаньон какой-то там, я не знаю, человек, с которым вы каким-то образом взаимодействуете. Тем не менее, вам нужна такая железная стабильность и уверенность в том, что да, вот этому человеку я могу открыться и довериться. По-другому никак, по-другому вы будете осторожничать. Давайте как раз сделаем по поводу этого маленький опрос. Напишите, пожалуйста, в комментариях, есть у вас момент недоверия к людям. Вообще к людям, да, не только к женщинам, а вот некое разочарование, потому что когда-то делали больно, когда-то предавали, да. Именно те люди, кому вы, может быть, даже верили как самому себе. Далее. Знаете, вот я бы сказала, что ваша жизнь в последнее время, вот она как-то более-менее устаканилась. По крайней мере, вы так ощущаете. Вы в этом направлении работаете, даже, может быть, чтобы вот не было никаких внешних раздражителей в вашей жизни. То есть вы общаетесь с людьми, с которыми вам, вот именно, как я уже сказала, комфортно, которым вы доверяете. Вы делаете то, что вам приносит удовольствие, да, может быть, раньше вы даже этого не делали. Вот как-то вы сами как будто регулируете свою жизнь, да. Вот я хожу туда, куда хочу, я делаю то, что я хочу. В общем, куда хочу, туда лечу, да. На самом деле вы человек активный, да, вот вы человечек, которого порой переполняют энергии, да, вот есть у вас очень много внутренних ресурсов. Но как-то все меньше хочется суеты, хочется какой-то вот стабильности, да, вот как я сказала, вот какого-то покоя, может быть, даже тишины. Здесь может проиграться даже, что вы, может быть, стали больше домоседом. Может быть, кто-то даже книжки начал читать, да, ну, какие-то банальные вещи дома делать, потому что вам, может быть, даже комфортно ну, с самим собой. Вы начинаете находить какие-то занятия, чем можно себя дома занять, да, какие-то хобби, может быть. Кто-то банально может полежать там, ну, не обязательно с книжкой, да, но вы можете элементарно там посмотреть телевизор, там еще какие-то передачки, да, что-то познавательное. Ну, то есть самим собой вам точно не скучно, и вот во внешний мир на какие-то тусовки, да, куда-то в социум, ну, совершенно вы не рветесь. Да, и тем более, учитывая то, что как-то вот немножко с таким вот напряжением, с недоверием, да, вот вы относитесь, ну не тянет вас ни в какие такие вот тусовки. Даже если раньше вы, допустим, ну, я вижу то, что вы раньше вот куда-то больше ездили, вы как-то больше взаимодействовали с людьми, больше общались, да, это может быть какие-то мальчишники, это могут быть рыбалки, охота, там, ну, у каждого свое хобби, да, то даже сейчас, вот последнее время, скорее я бы сказала, что, ну, не хочется ничего, да, это не лень, это какая-то апатия, это отсутствие внутреннего стимула, да, вот, ну, ничего не хочется делать как-то, да.
Что еще нам поведают? Смотрите, кто-то из вас, опять-таки, может быть связан с формой, с армией, либо же вы, может быть, имеете характер, который мне очень напоминает, ну, такой армейский. Он более жесткий, более прагматичный. Вы более такой логичный человек, который без взвешивания, без анализа ситуации, ну, не сделает ни шагу, да, то есть такой приземленный, прагматичный подход. Это не говорит о том, что вы там все по выгоде делаете, нет. Это такой, знаете, очень рациональный, что ли, подход ко всему. Ну и в очередной раз показано, конечно же, что вы человек семейный, да, поскольку меня много смотрят людей. Уже как сериал, наверное, да, мальчишки, за что вам большое спасибо. Поэтому у нас очень часто вот сигнификации, какие-то моменты, да, вот они одно и то же могут показывать, потому что, опять же, если люди смотрят с одинаковой энергетикой, схожей энергетикой, да, то, конечно же, эти моменты могут проигрываться довольно часто. Поэтому, ну, смотрите, на самом деле, хоть вам и хорошо с самим собой, да, находиться, вы на самом деле человек семейный. Просто много было таких передряг в жизни, когда вы опять же потеряли веру в женщин, вы не видите перед собой, вокруг себя вы не видите женщин достойных, с которыми можно было бы строить семью. Поэтому вот вы довольствуетесь. Да, вот посмотрите, вы не устаете, ну, в принципе, так, ну, это так, потайные, да, наверное, вашей души. Может быть, даже находясь с самим собой, вы периодически мечтаете о женщине, да, вы все-таки не потеряли веру, что когда-то вот та единственная императрица, настоящая женщина, с которой можно строить семью, все-таки появится в вашей жизни. Ну а пока вы кайфуете в одиночестве, что я могу вам сказать? Кто-то из вас, возможно, еще находится либо за границей, либо планирует поездку за границу. У кого-то может проиграться, что это работа связана с заграничными такими командировками. Ну, в общем-то, я не могу сказать, что вы сейчас просто погибаете и загибаетесь. Абсолютно. Да, может быть иногда грустинка, что вот нет той любимой женщины, вы не можете пока временно построить семью, потому что вы не видите достойной женщины рядышком. Поэтому как-то так, вот коротко посмотрели, ребят, давайте-ка теперь смотреть, кому же вы бросите весь мир к ее ногам, да, кто же эта женщина, кому же так повезет. Давайте посмотрим, а вдруг вы ее уже знаете. Итак, что же это, кто же это? Смотрите, у кого-то может проиграться женщина с дороги, либо же, смотрите, поскольку это общий расклад, поясняю, либо же это женщина не местная, которая приехала туда, в ваш город, к примеру, да, где вы проживаете. Либо может проиграться, что эта женщина, ну, она физически находится в другом городе, да, в другой стране, с которой вы можете общаться, да. У кого-то проиграется, что уже есть некая такая коммуникация, либо по интернету, либо же как-то в жизни вы пересекаетесь. Женщина однозначно моложе вас, она очень активная, у нее очень сексуальная энергетика. Она такая вся, ну, знаете, вот я почему-то хочу ее назвать роковой женщиной. В ней есть что-то такое манящее. Ну это такая манкость, да, если можно так сказать. Она ни одного мужчину не оставляет равнодушным. То есть таким женщинам оборачиваются во след мужчины, да, вот шеи сворачивают, как говорят в народе. Такие женщины обладают особо, еще раз повторю, энергетикой, когда завидуют даже женщины. Вот на нее смотришь и хочется, да? Эта женщина такая, знаете, она как будто, ну, ходячая сексуальность. Эта женщина, вот она именно обаятельно обворожительная. Она может быть абсолютно не такой, не внешности куклы Барби. Да, она милая, она симпатичная, да, она моложе вас, может проиграться скорее темноволосая, но не обязательно, это общий расклад. Но опять же, вот такая вот манкость, ну, она и вас либо же уже не оставила равнодушным, потому что, повторюсь, вы можете общаться с ней, как-то взаимодействовать. У кого-то может проиграться, может быть, вы общались, а сейчас какой-то период на паузе, да, вот почему-то разошлись пути дорожки, но тем не менее эта женщина оставила ваш
в вашей голове, в ваших мыслях, а может быть даже в сердце оставила некий след такой, влюбленность. И вы все еще надеетесь, что все равно вы будете с ней пересекаться. У кого же проиграется, смотрите, я просто и так, да, поскольку это общий расклад, говорю, если сейчас, на данный момент у вас такой женщины нет в окружении, то это в будущем проиграется, да, точно так, просто переворачивайте под себя, да, у кого еще нет такой женщины. То есть она точно так, даже если это будущее, она будет очень такая манящая, сексуальная. И, ну, конечно же, вы потеряете голову. Вот вы именно влюбитесь, как мальчишка, вы даже сразу, может быть, не поймете, что это влюбленность. Вы почувствуете, что ну что-то такое с вами происходит. Вот что-то, вот как будто переклинило, да, вот почему я думаю о ней, почему она мне снится, почему я не могу ее выбросить из головы, даже если вы сейчас, вот опять же, если у кого-то проиграется, что вы, может быть, по какой-то причине там, ну, я не знаю, может быть, просто у каждого там свой завал по работе, еще что-то, да, вы можете временно не общаться. Но вас мысли не покидают, вы можете обалдевать, ну что же такое, да, я что, как мальчишка попал, я залип, я влюбился. Кого-то это может спугнуть, но большинство из вас все-таки очень быстро, ну, как бы соберутся с мыслями и поймут, что да нет, дорогушечка, ты влюбился, товарищ, да. То есть это будет такой как бы диалог вот в голове с самим собой. Вы очень четко, поскольку, как я уже говорила, в общем-то, вы довольно такой логичный человек, и вы поймете, что, ну, проанализируете ситуацию, и все пазлы сойдутся. Вы поймете, что да, я попал, я влюбился, но что делать, да? В общем-то, вы даже обрадуетесь, когда вы это поймете, потому что это такая тяга, эта симпатия у вас, в общем-то, взаимная. Эта женщина точно так вам симпатизирует, ну просто, ну, в силу, может быть, своего воспитания, может быть, в силу даже некой такой стеснительности какой-то, да. Почему-то у нас в последнее время, я так замечаю, такие довольно стеснительные женщины приходят на расклад, да, вот что самое интересное. Но значит, не все так печально, не все потеряно, потому что, как вы знаете, большинство женщин, они далеко не скромницы, они сами придут, сами повесятся на шею, и главное не сопротивляться, они сами все сделают, да, вы это все знаете лучше меня. А здесь такая женщина, вот она безумно тоже, она влюбится в вас, либо же уже кого-то проиграется, что уже влюбилась, если вы общаетесь. Вы можете даже чувствовать, либо же почувствовать от нее такой взаимный порыв, да. Смотрите, даже те, кто, допустим, взяли сейчас паузу, вот этот момент я хочу еще оговорить, эта пауза очень временная. Возможно, кто-то из вас взял эту паузу, ну, отстранился, да, под предлогом, что вот у меня там запарка на работе. Но это пауза для того, чтобы вы сами в себе разобрались, да, и поняли, что с вами происходит. Поэтому вы вернетесь однозначно из этой паузы, вы сами инициируете общение, и вы убедитесь, что вы все правильно сделали, вы правильно проанализировали, вы правильно сделали, ну, либо сделаете, да, чтобы вы вернетесь опять же в коммуникацию с этой женщиной. Причем здесь может быть даже дорога проиграться у кого-то из вас, да, может быть вы планируете, либо же будете планировать дорогу к этой женщине, даже если вы в разных городах, либо же в разных странах. Это будет очень такая приятная дорога. Это может быть, ну, по поводу какого-то праздника, может быть, день рождения этой женщины, либо просто, знаете, ну, такое ощущение, вот энергетика идет праздника. Либо же вам будет так хотеться к ней, да, вот устроить такой совместный праздник, увидеться, приехать и уже в реальности пообщаться, если вот вы, допустим, по интернету общаетесь, да. Это будет очень теплая встреча, очень жаркая встреча. Если же вы, допустим, какой-то период, как я уже говорила, сомневались, а получится, не получится что-то с ней, особенно если вы на расстоянии, то я вам смело могу сказать, что здесь получится все и даже больше. Здесь довольно серьезные отношения могут завязаться, неважно, рядом вы, не рядом.
Здесь настолько такое безумное взаимное притяжение, даже влечение, я бы сказала. Это будут очень красивые отношения, в которых будет много романтики. Это будет много, я бы сказала, много тактильности, много кекса. Кекс будет очень жаркий, страстный, такой, ну, такая, знаете, у вас как будто одинаковый темперамент. Такая очень большая любвеобильность, у вас все будет как-то в унисон, все взаимно, все настолько классное на одной волне, что вы порой будете ощущать себя, ну вот, ну как в сказке я нахожусь, да, вот, ну неужели так бывают, могут посещать вас такие мысли? На самом деле история очень красивая, да, и поскольку вы влюбитесь, как я уже говорила, по полной программе, и это будет видно, что это взаимно, вы будете реально готовы бросить весь мир к ногам этой женщины, потому что вот для вас очень важна отдача, для вас очень важна взаимность. А поскольку вы такой человек, вот в сигнификации, да, в начале расклада я рассказывала, что вы и так очень осторожно сходитесь с женщинами. Но вот с этой у вас просто башню снесет. Да, как я уже говорила, кто-то может немножко отдалиться, чтобы обмозговать это все. Но в основном, в общем-то, вот вы как будто своим чувством, своим ощущением, может быть, даже вот первый раз вы так рванете вот в омут с головой, без каких-то опасений, да? Ну, там немножечко повзвешиваете, но я думаю, это не будет долгим периодом. Поэтому, ребят, вот будет женщина, ну, здесь даже не хочу, в принципе, можно и не вытаскивать карты, и солнышко, и карта влюбленных. Здесь даже не обсуждается. Это женщина, которая послана вам судьбой, либо же будет послана судьбой, у кого-то проиграется. Это женщина, с которой вы смело можете строить и серьезные отношения, и семью, и даже если захотите растить детей, рожать детей. В общем-то, человек, который обогреет вас как солнышко, вот своей добротой, своим теплом, своей заботой, которой вам сейчас так сильно не хватает. В ней вы увидите просто настоящую женщину, да, со всеми такими вот составляющими, которые есть только у настоящей женщины. Не те, которые стоят на трассе, снимаются, а вот именно настоящая женщина с нежностью, с лаской, с заботой, да. Эта женщина вам подарит такое потрясающее ощущение счастья. Вы можете его чувствовать, можете даже волноваться и где-то ну, внутри себя, да, вот сомневаться и думать, что ну неужели так бывает? Ну не бывает, но это в кино, это в сказках такое. Но поверьте, так бывает. И у вас так обязательно случится. Вот такой был сегодня расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!